Вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Сегодня приготовим масло из календулы от ромбофлебита. Это варикоз вен, некрасивые синие паутинки и тромбочки. Это масло снимает боль и улучшает внешний вид больных ног. У меня своей календулы нет, использую покупной пакет. Пакет такой большой, вот, полностью 50 грамм. Здесь очень много, надолго хватит. Я вам советую использовать только сухие цветы, потому что, когда свежие, их надо подвялить, и когда вы сделаете масло, масло может заплесневеть. Нам понадобится 3 столовых ложки цветов календулы. Можно взять вот такие целые, а можно прокрутить через кофемолку. Это для лучшего эффекта. Объем цветов уменьшился во много раз, посмотрите. Баночку берем 0,5, сухая, чистая. Пересыпаем цветы, наливаем масло. Масло можно брать любое. Рафинированное, нерафинированное, подсолнечное, оливковое, какое хотите. Льняное. Налили в банку, надо деревянной или ложечкой, или лопаточкой все это перемешать. Я поставлю прям буквально на пару минут в микроволновую печь, чтобы масло слегка нагрелось. И мы с вами оставляем на сутки. Закрываем крышкой и оставляем на сутки. Пусть постоит. Масло из календулы, оно антибактериальное, противовоспалительное, противогрибковое. Быстро излечивает порезы, синяки, ссадины, ожоги. Убирает рубцы, растяжек. Также рассасывает и шрамы, делает их невидимыми. Такое масло подходит и детям. Масло из календулы втирают легкими массирующими движениями. Так как масло у нас еще теплое, мы его слегка подогрели. Можно накрыть любой тканью. Крышкой не надо, не закрывайте, потому что будет конденсат. Оставляем на сутки. Масло простояло сутки. Масло как масло, красивый цвет. Календула осела вниз. Теперь мы масло должны с вами прогреть. Во-первых, мы можем перелить ее в кастрюлю и довести до кипения, но не кипятить. Второй способ – прогреть на водяной бане. Минут 20, где-то полчаса. Ну а я буду прогревать в кастрюле, как стерилизация. На дно положила ткань, ставлю банку, крышка у меня открыта, я ее слегка прикрою. Наливаю воду и ставлю на медленный огонь. После закипания воды, где-то минут 20, мы должны постерилизовать банку с маслом. Сильно огонь не делайте, смотрите, чтобы сильно не кипело. Пока масло стоит на огне, я вам расскажу еще один рецепт для внутреннего применения. При образовании тромбов полезен настой календулы. Берется 2 чайных ложки сухих цветов, заливаем 2 стаканами кипятка, настоять надо час-полтора, процедить. Пить по полстакана 4 раза в день в течение месяца, а затем месяц по 1 стакану ежедневно. Потом делаем перерыв 2, 3, 4 недели. Ну а потом при необходимости можно повторить такой же курс. Календула противопоказана беременным, у кого гипотония, брадикардия. Прием календулы вовнутрь оказывает желчегонные действия, снижает давление, успокаивает нервную систему и улучшает сон. Этот цветок также обладает мочегонным, патагоном, противовоспалительным, вяжущим, кровоочистительным, дезинфицирующими свойствами. Покажу вам еще несколько рецептов. Это для желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, селезенки. Берем 20 грамм сухих цветов, заливаем 500 мл воды, теплую или горячую воду берем, настаиваем пару часов и принимаем 1 столовую ложку 3-4 раза в день. Аритмия. 1 чайная ложка измельченных цветов. Заливаем 1 стаканом кипятка, настаиваем около часа-двух, процедить. Пить по полстакана 3 раза в день. После недельного курса делаем перерыв. Календула также помогает от цистита. 4 столовых ложки сухих измельченных цветов календулы заливаем 2 стаканами кипятка. Настоять 2-3 часа, процедить. Принимаем по 3 столовые ложки каждые полчаса. Курс 2 недели. Головокружение и шум в ушах. 1 чайная ложка измельченных цветов. Залить 1 стаканом кипятка, довести до кипения. Остудить, процедить. Прием по 1 столовой ложке. 3-4 раза в день до улучшения состояния. Настой из календулы также помогает
в лечении аритмии, устраняет одышку, боль в груди, снижает давление, укрепляет сосуды и нормализует работу сердца. Масло наше отлично прогрелось, простерилизовалось, и если бы я использовала вот такие цветы, то, конечно, я бы процедила. Обязательно. Но так как я промолола их, они у меня упали на дно, они нам мешать не будут, я оставляю так. Таким маслом можно смазывать язвы, экземы, псориаз, пролежни. Также принимать вовнутрь. 1 чайная ложка в день вполне достаточно. Отлично залечивает шпоры на пятках, у кого ранки. И такое масло используют в косметических целях. Но на этом все. Пока-пока. Видео содержит ознакомительный характер. О противопоказаниях я вам уже рассказала. Делайте такое масло, лечитесь, будьте здоровы. С вами Валентина. Пока-пока.